Сегодня поговорим о том, как и почему Аста сможет заполучить ангельскую силу, и что даст главному герою этот баф в борьбе с Люциусом Загратисом. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик, а вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Думаю, ни для кого не секрет, что верховные древние демоны, такие как Астарот, Вельзевул и Люцифер, явные примеры, раньше являлись ангелами, но в ходе неких перемен, революций или банально собственной философии, которая больше не была приемлема небесному порядку, они были изгнаны со своих эдил в ад, получив при этом клеймо падшего ангела, превратившись в дьявола. То есть изначальные представители высокопоставленных дьяволов имели, так сказать, ангельское происхождение. Конкретно разжевал нам эту тему главный антагонист манги Черный Клевер, Люциус Загратис. На своем примере он продемонстрировал преображение, как он сказал, в истинную форму человека, достигнув какой-то божественной сущности. Поскольку благодаря чутью Ки Асты мы узнали, что антагонист больше не является ни человеком, ни одержимым. Его Ки было даже страшнее Люцифера. Астер до этого времени не встречал ничего подобного. Это совершенно иное существо. После Люциус на примере сестры Лили объяснил, как ему удалось достигнуть подобного результата. Используя свою магию души, а возможно и не только, он способен каким-то образом очищать силу дьяволов и, воплощая их в теле человека, создает новую форму жизни. Все эти его достижения с очищением силы демона имеют явные черты ангела, нимб над головой, белоснежные крылья и святая составляющая в их заклинаниях. И раз уж у этого человека вышло заполучить силу ангелов, тогда почему этого не сможет достичь наш парнишка? Ведь возможностей и причин получения такой силы у него даже больше, чем у антагониста. Но для начала уделим небольшую минутку спонсору. Анизон – проект для просмотра ваших любимых аниме. Сайт оснащен интуитивно понятным интерфейсом, а благодаря фильтру вы сможете быстро отсортировать аниме по жанрам и ознакомиться с каким-то новым тайтлом. Присутствует также и система рейтингов, которая покажет вам лояльность аудитории к выбранному аниме. Ну а во вкладке расписания вы сможете быстро и удобно узнать дату выхода желаемого ангоинга. Смотреть тайтлы вы сможете в HD качестве, при том, что с той озвучкой, которая вам больше всего нравится. А еще пользователям доступны собственные списки для сохранения тайтла в определенные вкладки. Анизон. Смотри аниме просто и бесплатно. Думаю, что мы уже поняли, что в мире Черного Клевера есть боги, ведь тогда без первых не было бы и дьяволов, ну это логично. Но вдобавок на это указывает множество факторов, такие как религия. В Клевере есть церкви, в которых можно наблюдать фрески, гравюры, на которых изображены ангелы. Далее покровительство стихийных духов, при развитии сил которых можно достичь финальной, святой стадии развития способностей элементальных существ. К тому же существует самой преисподней, что по сути своей является тюрьмой для демонов, созданной богом. То есть для того, чтобы сотворить такое, все-таки должна быть сущность, способная сковать всю нечисть, для того, чтобы впоследствии иметь возможность далее взращивать свои идеалы без вмешательства негодных. А так как мы, надеюсь, уже утвердили свое мнение в том, что ангелы и боги существуют, вот даже Люциус показал нам их, хотя это скорее всего как возрождение павших. Давайте тогда разберемся в том, почему Аста достоин получить силу ангелов. И первая причина, почему он достоин, это для того, чтобы противостоять главному антагонисту, который мало того, что освобождает дьяволов из тюрьмы под названием Преисподня, так и еще посягает стать самим богом этой планеты. Уже само понимание замещения и выставления себя истинным богом должно спровоцировать к действию истинных небожителей. Вот только есть одна небольшая загвоздка.
жестко. В большинстве аниме и мангах боги, высшие существа, зачастую не сильно горят желанием самолично принимать участие в каких-то либо событиях. Они всегда представляются как наблюдатели, которые в случае крайней надобности могут внести некие коррективы, а так людской мир должен сам противостоять испытаниям, которые его ждут. Исходя из этого, почему бы тогда Асте не заполучить ангельскую силу через милость богов? Сами они в таком случае не примут участие в борьбе против зла, но дадут людям оружие, с которым они смогут противостоять нечисти. Это довольно вероятный и правдоподобный исход событий. К тому же в мире Черного Клевера уже, можно сказать, были представители божественного благословения. Это некоторые эльфы, апостолы Сефиры, которые по сути являются аналогами архангела. Тогда апостолы Сефиры смогли открыть дверь в дворец теней, считай междумирье между миром живых и мертвых. У апостолов были свои привилегии и сила, на которую только они были способны. Но так как они были осквернены дьяволом Закридом, далее открытие дворца теней, их потенциал закончился. Так что если же в мире людей появились апостолы, значит шанс получения божественной милости, а то и силы ангелов у Астера все же есть. Ну а если это все же чересчур жесткий шаг для богов, тогда у нашего парнишки есть второй вариант. Не забывайте, что мы до сих пор строим теории о том, что отцом Асты является Астарот. И у меня уже был ролик про нашего парнишку и его дьявола, где мы говорили, кем они могут друг другу приходиться. Помнится, что вообще-то мы говорили о том, что Аста и Либи могут быть двумя половинками одной души. В общем, ролик занятный, и если выдастся время, можете глянуть его. Астарот является падшим ангелом, а раз уж Аста и Либи могут выступать в качестве его потомков, тогда в таком случае у них может появиться возможность получить ангельскую силу или же хотя бы достичь что-то наподобие святой стадии, как это мы наблюдали с единением магов Сундиной и духом ветра Сильфидой. Также просто как вариант, силу дьявола Либия может очистить Люциус, и так он станет ангелом. Вот только это антагонисту вообще нахер не сдалось, но об этом я не мог упомянуть, хоть и вероятность этого стремится к нулю. Давайте же теперь хотя бы предположим, что же даст нашему главному герою ангельская сила. Если же располагать божественной милостью, тогда паренек может получить что-то вроде бы магии, располагая при этом и антимагией, и какой-то божественной способностью, которая позволит ему выйти на уровень Люциуса. Ну а если же Аста пойдет от своего родства с Астаротом, тогда, смотря на Лили и ее очищенную силу Вельзевула, можно сказать, что в целом атрибут магии никак не изменится. То есть антимагия как была, так и останется, только теперь она примет святую стадию, как это произошло с заклинанием, которое с японского звучало как захват святого демона. В таком случае атрибут дьявола сохраняется, но святость многократно бафает силу заклинаний. Ведь только представьте себе, дьяволы были заточены в преисподнюю именно с помощью ангельской силы. А как вторым по имбовости после антимагии, чтобы убить дьявола, в Клевере представляется атака магов, обладающих силой стихийных духов со святой стадией. Табата развивает всех персонажей пропорционально. Юна и Ноэль уже достигли святой ступени, вот уже даже Люциус вывел своих ангелов под названием Паладины. Так что в нынешней обстановке, в какой-то критической ситуации, Астер действительно может заполучить ангельскую силу. Как говорится, бей врага его же оружием. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр и всем пока-пока.